Привет, ребята! В этом выпуске я хочу обсудить китайскую королевскую гробницу, которая является мегалитическим местом, построенным более 2100 лет назад. Она не только имеет аналогичные следы инструментов, найденные в Баальбеке, Петри, Яншани и других древних памятниках по всему миру, но также имеет такую же гладкую отделку камня, как и памятники в Перу. Я считаю, что эта гробница, вместе с несколькими другими китайскими каменными гробницами, изначально была построена по неизвестным причинам с использованием передовых технологий, а затем 2100 лет назад их нашли наши предки и переделали в гробницу для царей. Гробница Гуйшань– это место захоронения короля и его королевы, которые скончались более 2100 лет назад во время династии Хань. Гробница была сделана внутри гранитного холма. Империя Хань началась в 206 году до нашей эры и существовала более 4 веков. У нее было центральное правительство и несколько полуавтономных королевств, которые были переданы родственникам императора, и которые также стали королями. Это место подверглось разграблению давным-давно. К сожалению, нам осталось очень мало артефактов. Небольшая серебряная печать с именем короля является единственным идентификатором гробницы. На самом деле есть две пещеры, высеченные внутри холма Гуйшань, в округе Сюйчжоу, в Южном Китае. Одна пещера предназначена для короля, а другая для королевы. Они соединены небольшим коридором. Обе пещеры имеют каменные входы одинакового размера и длинные коридоры, похожие на шахты, которые ведут в камеры. Тут воплощена культура захоронений высшего сословия династии Хань. Гробницы королевской четы соединяются коридором, поэтому они могут провести свои загробные жизни вместе. Как это романтично! Обе пещеры были построены в одном стиле, хотя гробница царя больше. Пожалуйста, запомните этот причудливый кривой коридор, соединяющий обе гробницы, потому что я вернусь к нему позже. Сегодня эта гробница является туристическим объектом, а похоронные подношения, которые вы видите, являются репродукциями. Вот 5 необычных характеристик гробницы Гуйшань. Первое. Пещеры были построены с применением высоких инженерных знаний и высечены прямо в гранитном холме. Строительство невероятно продвинутое и демонстрирует высокую точность. Гранит – это очень твердый камень. Его твердость по шкале Mohs составляет 6,5 из 10, где 10 – это алмаз. Поясню по-другому, насколько твердым является гранит. Твердость стали по шкале Mohs также составляет 6,5 из 10. Это означает, что пещеры Гуйшань можно было вырезать только с помощью инструментов, у которых наконечники были из драгоценных камней, более твердыми, чем кварц. Сегодня для обработки гранита используются алмазные сверла. Можно только представить, какие невероятные инструменты использовались тысячи лет назад для постройки этих гранитных сооружений. Вот модель пейзажа в музее Гуйшань, представляющая предполагаемое строительство пещеры. Строительство осуществляется зубилами и молотками, что, на мой взгляд, неверно и вводит в заблуждение. Всего здесь 15 камер. В каждой гробнице есть круглый колодец с дренажной системой. При переливе колодезная вода стекает в дренажную систему. Это впечатляющая особенность. Кстати, наличие колодца в китайских гробницах – большая редкость. Камеры имеют точную форму с четкими линиями стыка между поверхностями. Изысканные потолки камер выполнены в разных стилях. Некоторые потолки напоминают соборы или так называемые шатровые крыши. Некоторые, наоборот, плоские, а некоторые имеют пирамидальную шатровую форму. Все углы прихожей были вырезаны под углом 90 градусов и демонстрируют острые края стен. Мы также можем найти несколько отверстий для балок и для столбов. А вот интересные ниши при входе. Эти ниши явно предназначались для каких-то определенных целей. Эти гробницы, построенные в древние времена, демонстрируют удивительную точность. Эти детали только подчеркивают впечатляющую технологическую сложность, даже по сегодняшним меркам. Входы выполнены в форме трубы, более широкой в самом начале, за которой следуют устрашающе низкие и узкие длинные коридоры. Эти коридоры шириной около 1 метра и длиной 56 метров. Стены коридора почти идеально параллельны, с крошечным отклонением всего в 5 миллиметров. Такого безумного уровня точности трудно достичь даже с помощью современных технологий. Высота потолка коридоров составляет 178 сантиметров. Все, кто ростом выше этого,
должны наклоняться, чтобы пройти. Вся эта конструкция напоминает мне ядерный бункер или аварийное убежище. Скрытый вход, длинные нисходящие коридоры, колодцы с водой. Все это кажется более подходящим для бункера времен Второй мировой войны. Гробницы занимают площадь более 700 квадратных метров. Это означает, что строители вырезали столько камня, сколько хватит, чтобы заполнить более 2 олимпийских бассейнов. И они вывозили отвалы по этим длинным узким коридорам. Это выдающееся достижение, учитывая точность работы с камнем. Так как и чем древнее каменщики высекали шахты и камеры в граните так точно и без отклонений. Вторая особенность заключается в том, что в хорошо спроектированной и хорошо выполненной пещерной системе есть одна аномалия. Это короткий путь между гробницами короля и королевы. Этот коридор около 2 метров был сделан грубо, с неудобным углом и наклоном. Этот коридор несимметричен. Сторона королевы больше и квадратная, а сторона короля меньше и изогнута. Этот коридор хоть и имеет похожие следы от инструментов, несовместим с остальной структурой. Это очень странно, учитывая тот факт, что 2 соседние пещеры были сделаны замечательно. Вся структура ясно показывает сложные знания в области архитектуры, инженерии и строительства. Так почему же этот путь был проложен так некачественно? Если бы 2 пещеры действительно были изначально спроектированы как гробницы для короля и королевы, то путь между пещерами был бы сделан таким же образом и с такой же точностью. Но этот путь совсем другой. Я считаю, что это свидетельство того, что тот, кто построил оригинальные пещеры, по какой-то причине не завершил свой проект. Если бы пещеры были построены каменщиками короля, король никогда бы не принял этот незавершенный коридор. Я предполагаю, что люди короля обнаружили пещеры, подумали, что они будут идеальным местом для захоронения, для чего нужно было только исправить или завершить коридор, соединяющий место упокоения короля и королевы. Хотя им это не удалось, поскольку мы видим, что коридор по-прежнему кривой. Третья особенность. В гробнице Гуйшань есть 2 разные отделки. Одна гладкая, а другая с отчетливыми следами от инструментов, которые напоминают следы машин, найденные на других древних памятниках. По всей гробнице мы видим эти большие следы от инструментов, покрывающие стены, колонны и потолки. Эти следы напоминают следы, оставленные современными машинами, которые я обсуждала в своих предыдущих видео. Вот несколько примеров сравнения гробниц Гуйшань с памятником Яншань, гигантскими камнями фундамента Баальбекой и пещерами в городе Петре, в Иордании. По всей планете мы находим древние памятники с похожими отметинами, которые напоминают отметки, оставленные современной тяжелой горной проходческой техникой. Сегодняшние фрезерные станки с вращающимся барабаном имеют высокопрочные сменные зубья, которые могут срезать твердые породы. Эта техника очень большая и не сможет пройти через низкие и узкие коридоры гробницы Гуйшань. Это означает, что даже с нашей самой передовой технологией горных работ будет очень тяжело воспроизвести пещеры Гуйшань. Тогда как мы объясним создание этих пещер, построенных более 2100 лет назад? Большие следы от инструментов в гробницах Гуйшань видны не везде. Некоторые комнаты и коридоры имеют гладкую поверхность. Стены обоих коридоров настолько гладкие, что не уступают современной полировке камня. Здесь мы можем видеть, что в некоторых комнатах стены гладкие, а потолок покрыт большими отметинами от инструмента. Возможно, что пещеры так и не были завершены, и у первоначальных строителей не хватило времени, чтобы закончить однородную гладкую отделку. Гладкая поверхность напоминает мне мегалитические памятники Перу. На многих перуанских участках есть гигантские каменные блоки с гладкой отделкой, очень похожей на то, что мы видим в Гуйшань. Еще один объект, о котором стоит упомянуть, это ручки на потолке и колонне одной камеры, что вызывает недоумение. Такие ручки можно увидеть в очень многих древних местах по всему миру. До сих пор никто не знает наверняка, для чего они использовались.
В Гуйшань такие ручки есть только в одной комнате, что добавляет загадочности. Некоторые ученые предположили, что ручки могли быть астрологической картой, но никаких известных исследований этих ручек никогда не проводилось. Четвертая особенность. Эта гробница, как и еще около 10 гробниц, имеет очень уникальный дизайн. Асимметричная планировка, структура, материал и метод строительства сильно отличаются от многих гробниц, построенных в ту же эпоху. Мавзолеи ханьских императоров похожи на мавзолеи предшествующей династии Цинь. Это характерные утрамбованные земляные насыпи с несколькими слоями деревянных гробов, похороненных под ними вдоль центральной оси. Эти курганы имеют форму пирамид, поэтому их иногда называют китайскими пирамидами. В следующем видео мы обсудим их конкретнее. Известная гробница династии Хань под названием Мавандуй появилась примерно в то же время, имеет похожий холм наверху и большие деревянные доски внизу. Вы смотрите на реконструкцию этого погребального обычая. Структура со слоями специальных деревянных досок считалась высшим стандартом для королевской семьи Хань. Снаружи гробницы были покрыты белой глиной и древесным углем, а затем засыпаны землей. Большинство таких гробниц имеют массивные насыпи из земли. Фактически такие захоронения имеют квадратную или прямоугольную форму. Для других похоронных принадлежностей существовали отдельные ямы. Например, терракотовые воины были отделены от области гробницы. Теперь давайте вернемся к гробнице Гуйшань. Она является прекрасным примером группы особых несимметричных гробниц династии Хань, высеченных в камне внутри гранитного холма. Такие пещерные каменные гробницы существовали только в течение определенного периода времени и только в определенном регионе. Вот еще одна каменная гробница короля в округе Манчэн, которая была построена в то же время, что и гробница Гуйшань. Эти два участка находятся на расстоянии около 650 километров друг от друга. Эта гробница также находится посередине холма и вырыта внутри каменной горы. Однако есть существенные отличия от Гуйшань как в дизайне, так и в методе строительства. Гробница Манчэн якобы была построена таким образом. Сначала что-то сжигали и нагревали камень. Затем поливали холодной водой, чтобы камень раскололся и откололся. В результате получилось пространство, похожее на туннель с грубой отделкой. Этот метод огня и воды был задокументирован более поздней династией, Восточная Хань. Почему же король Манчэн не использовал ту же технологию, что и в гробнице Гуйшань? Разве царства не делились своими знаниями? Это остается вопросом. Пятая особенность. Несмотря на то, что гробница Гуйшань является царской гробницей, она потрясающе аскетична. Да, структура впечатляет, но в гробницах нет встроенного декора, что не является нормой, поскольку гробницы Хань славятся своей экстравагантностью. Здесь вы видите пример отделки, которая украшает гробницы той же эпохи в близлежащих регионах. Эти гробницы были сделаны из кирпичей, которые значительно легче создавать и собирать, чем гробницы, полностью высеченные в камне. Мы можем видеть, что эти пещеры были красиво украшены разнообразными рельефами, которые изначально были расписаны. Кстати, со ступенчатыми потолками и скульптурными колоннами с красивыми деталями. Вот фрески из других западных гробниц династии Хань, которые доказывают, что ханьские гробницы были сильно украшены. Это означает, что Гуйшань резко контрастирует с преобладающими обычаями того времени. В распоряжении короля было гораздо больше денег, ресурсов и рабочей силы. Так почему же его гробница была менее украшена, чем гробницы простых жителей? Вряд ли это потому, что этот король вел скромный образ жизни. В конце концов, он выбрал очень сложную гробницу. Гладкие коридоры к погребальной камере были бы идеальным местом для росписи картин или рельефов, как и в большинстве гробниц династии Хань. Но ничего этого нет в гробнице Гуйшань. Да, на гробницу много раз совершали набеги на протяжении тысячелетий. Но большинство расхитителей гробниц не брали встроенных декорированных плит или фресок. Даже если бы существовали такие украшения, удаление плит или фресок оставило бы какой-то след. Опять же, ничего подобного не найдено. Это означает, что гробница изначально не имела таких украшений. Этот король правил 12 лет.
Большинство китайских императоров и королей начинали планировать и строить свои гробницы сразу после восхождения на трон. Так что у этого короля было достаточно времени, чтобы провести надлежащую подготовительную работу перед своей кончиной. Но подумайте сами, если каменщики короля могли создавать такие передовые каменные конструкции и отделку, им несложно было бы добавить и украшенные рельефы. Тогда почему они этого не сделали? Вам это не кажется странным? Я считаю это потому, что каменные пещеры в Гуйшань были построены задолго до времен короля. Я думаю, что более 2100 лет назад на эти пещеры наткнулись люди короля, которые впоследствии превратили их в царскую гробницу. Каменщики короля не могли исправить отделку и добавить декорированные рельефы. Они даже не смогли завершить короткий коридор между пещерами. Это потому, что с гранитом невероятно сложно работать. Учитывая, что на таких каменных гробницах видны следы инструментов, напоминающие следы современных машин, и прослеживаются технологии, которых мы, вероятно, сегодня даже не можем достичь, то вполне возможно, что эти пещеры были построены потерянной цивилизацией с использованием техники, превосходящей современную. А что думаете вы? Пишите ваши мысли в комментариях. Это любопытное существо. Я Тина. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.